Сид — это электроагент класса нападения ранга S. Она приносит Zenway Zone Zero совершенно новый стиль игры, настоящую стратегию с двумя ДПС персонажами класса нападения в команде. Ее набор умений делает такие связки не просто возможными, а вполне реальными. Дальше разберем ее умения и что она вообще умеет делать. Но перед этим не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропускать выход новых видео. Ну и если вам видео понравится, поставьте лайк. В основе ее силы базовый пассивный талант и уникальный ресурс энергия стали. Начнем с пассивки. В начале боя, если в команде есть еще один агент класса нападения, Сид активирует баф наступления. Чем увеличивает себе плюс 1000 сил атаки и плюс 30 крит урона. Когда другой член команды класса нападения вступает в бой, она активирует другой баф, который называется «В бой», и делает то же самое, только уже своему члену команды, то есть 1000 силы и 30 крит урона. Если оба бафа активированы, то есть нападение и в бой, активируется еще один баф, который увеличивает на 25% весь наносимый урон. Это первая пассивка. И вторая пассивка, кроме того, Сид ускоряет генерацию энергии благодаря дополнительному навыку. Пока она атакует, ее партнер получает плюс 2 энергии в секунду. А ее заряженные удары и ульта наносят на 30% больше урона и игнорируют 25% электросопротивления. Каждый раз, когда Сид и ее другой партнер по команде, который тоже класса нападения, тратит энергию, Сид восстанавливает энергию стали. Что это такое? Это ее личная шкала ресурса, максимум может быть 150. Почти любое действие ее пополняет. Достигнув 120 единиц, Сид может выполнить сильнейшую комбо-серию атак. Заряженный удар кулаком и 2 удара меха, зажав кнопку обычной атаки. Это ее главный источник урона. Фишка в том, что во время этих атак можно переключить ее на союзника. Удары меха все равно проходят, пока другой персонаж уже действует на поле боя. Теперь ее базовые атаки. У Сид 4 комбинации базовой атаки. Первые 2 физический урон, последние 2 электро. На третьем ударе она автоматически уклоняется назад, а это легко переводится в контратаку с уклонением, который наносит мощный электроурон и накапливает ошеломление. Четвертый удар ключевой, именно он лучше всего восполняет энергию стали. Обычная спецатака слабая и редко нужна, а вот ее спецзаряженная атака то, что нужно. За 60 энергии Сид входит в режим полета и обстреливает врагов ракетами. Если удерживать до траты минимум 60 энергии, то атака автоматически заканчивается ее заряженным ударом, а вы сразу же можете вложить накопленную энергию стали в меха-комбо. Ее ульта долгая по анимации, но наносит огромный урон, плюс возвращает 60 энергии стали, то есть снова подготавливает ее к меха-атаке. Главное, не тратить этот бонус впустую. Ассисты у нее стандартные, но ассист-атака восполняет много энергии стали. Почти как ее 4-я базовая атака. Это выгодно будет учитывать в ее ротации. В итоге Сид это персонаж, который постоянно усиливает своего напарника, накапливает энергию стали и превращает ее в мощные удары мехой. Она проста в освоении, но требует грамотного менеджмента ресурсов и своевременных свапов, чтобы раскрыть ее максимум потенциала. Оружие для Сид. Начнем, конечно, с ее сигнатурного амплификатора. И лучший выбор без вариантов, естественно. Он дает ей крит шанс, дает бонус электроурона и позволяет игнорировать 20% защиты врага на базовых атаках и ульте. В общем, идеальный под Сид и сделан как будто специально под ее геймплей. Ну, да, по сути так и есть. Дальше у нас сигнатурка Эвелин. И он реально универсальный амплификатор. Крит рейд, крит урон. Все, что нужно атакующему агенту. Для Сид работает просто отлично, превращая ее в ходячую крита-машину. 1000 затмений.
Это, по сути, то же самое, что и сигнатурка Эвелин, но чуть хуже. Так что, если нет сигнатурки Эвелин, можно смело ставить сигнатурку Хьюга. Усмиритель беспорядков, сигнатурка Жуюань. Ну, тоже можно рассмотреть как оружие чисто ради статов, так как баф на эфир Сид не сможет использовать. Она его просто не реализует. Так что это чисто оружие ради статов, то есть критов, по сути. Теперь из более доступных это у нас оружие стандартного баннера. Сера. Хорошая, опять же, хороший амплификатор ради статов. Дает мощный баф к атаке. И у Ситы он держится довольно стабильно, потому что ее основной урон идет именно от базовых атак. Минус только в том, что если в команде есть Астроял, бонусы атаки начинают перекрывать друг друга и эффективность падает. И, наконец, Марката Реверб. Ивентовое оружие. Лучший ранговый вариант. Крит рейд плюс атака. Все стакается легко и быстро. Да, он проигрывает S-ранговым амплификатором из-за более низкой базовой атаки. Но это все еще отличный выбор, если топовых амплификаторов у вас пока что нет. Драйв-диски для Сид. Лучший выбор для нее это, без сомнения, цветок на рассвете, сигнатурный сет ее, 4 части. Почему? Все просто. Этот сет напрямую усиливает урон с базовых атак. А у Сид именно на них завязан весь основной урон. Бонус до плюс 55% к урону базовых атак. Держится стабильно, так что это выбор номер 1. Комбинировать лучше с любым сетом из двух частей на криты или электроурон. Лучший выбор Дятлокор Электро. Также можно выбрать фугу Электро. Дальше у нас грозовой Heavy Metal, чтобы прибавить электробонус. Гормон Панк на силу атаки. И астральный голос тоже на силу атаки. Если цветка на рассвете нет или хочется поэкспериментировать, подойдет Дятлокор Электро 4 части. Он тоже сильный вариант для атакующих агентов, особенно тех, кто часто чередует базовые атаки, контур-удары после уклонения и спецзаряженную атаку. Сид как раз из таких. Правда, держать все 3 стака бафа одновременно почти нереально, но даже не полный бонус выглядит вполне достойно. Лучше всего этот сет комбинируется с 2 частями песень о ветке и клинке, фугу Электро, цветок на рассвете, грозовой Heavy Metal и опять же Гормон Панк или астральный голос. И третий вариант это Гормон Панк, 4 части. Это уже рискованный сет. Если вы умеете грамотно ловить моменты и активировать эффект прямо перед ее меха-комбо, то получите очень хороший результат. Но если тайминг сбит, урон падает заметно. Такой сет для тех, кто любит такой, скажем, рискованный геймплей. Более азартный, наверное. Сочетается с 2 частями Дятлокор Электро, песень о ветке и клинке, цветок на рассвете, фугу Электро, грозовой Heavy Metal и астральный голос. Теперь о статах. Что мы ищем в слотах? 4-й слот. Крит шанс, крит урон. Тут в зависимости от того, чего вам больше всего не хватает. 5-й слот. Пробивание или атака или электроурон. Без сигны лучше брать электроурон. Если сигна, то можно взять или атаку, или пробивание. Потому что сигна тоже дает бонус электроурона. И последний слот, 6-й. Здесь несложно потеряться. Выбираем атаку. В сабстатах ищем крит урон, крит шанс в первую очередь. Дальше у нас будет атака процентная. И уже прям вот по возможности ищем атаку, которая беспроцентная, то есть обычная, скажем так. И пробивание по возможности. И в конечном итоге, в идеале,
В идеале. У вас должно получиться 3000 атаки. Ну, если больше, то, естественно, это лучше. Крит урон должен быть в пределе между 110-140%. И, естественно, чем больше, тем лучше. И крит шанс 75 будет нормально. Ну, как всегда, чем больше, тем лучше. Команды для Сид. Сид это агент, которая почти всегда хочет играть в паре с другим атакующим персонажем. Ее бафы заточены именно под то, чтобы усиливать второго ДД в команде. Она дает ему энергию, силу атаки, бонус урона и крит урон. Поэтому работает она хорошо почти с любым атакующим агентом. Исключение только Хьюга, которому нужна своя пара станеров. Кого можно выбрать? Это у нас солдат 0, Эвелин, Никомата, солдат 11 или даже Билли. Из саппортов можно выбрать Астроял, Триггер и Николь. Лучшие команды. То есть, ну, первый вариант это лучшая команда. Это Сид, естественно. Это у нас солдат 0 Эмби или же Эвелин. Дальше у нас еще будет Орфи во второй части патча. Она тоже будет хорошо играться вместе с Сид. И также можно взять солдат 11, но, как бы сказать, если она у вас хорошо прокачана, и есть копии ее, чтобы она была, ну, хорошей в команде, можно взять. И саппорт это или гашетка, или Астроял. Они обе хорошие, и все будет зависеть от того, что вам больше всего нужно. Оглушение или баф силы атаки и крита. Это идеальная команда, по сути. Фри-то-плей команда это Сид, Билли. Как раз вот для любителей Билли, у кого там Билли мега супер-пупер прокачанный. И как саппорта сюда берем Николь. И все. Бамбу здесь вполне ситуативный. Тут все зависит от того, кто вам нужен. Можно взять электробамбу стандартного. Можно взять, если у вас Астроял и Эвелин в команде, можно взять бамбу ихнего сигнатурного. Можно взять дворецкого или же рыцаря. То есть тут ситуативно, что вам именно больше всего нужно.